Всем привет! Сегодня суббота, выходной день. На улице довольно тепло, 23 градуса. Единственный минус — немножко пасмурно. Скорее всего, ближе к вечеру пойдет дождь. Но в целом погода хорошая, поэтому я вышел на прогулку. Сегодня хочу прокатиться по городу на велосипеде, показать какие-нибудь интересные места и также посетить один из больших и интересных парков с прекрасным видом на сам город, на улицы, на море. Ну и немножечко рассказать об этом парке, что там находится, что есть интересного. Я уже, в принципе, нахожусь на парковке, где собираюсь взять велосипед, поэтому садимся на велосипед и отправляемся в путь. Ну и, соответственно, арендовать велосипед я собираюсь сегодня через такое вот приложение BayBike. Парковки с велосипедами разбросаны по всему городу в разных местах. Как видите, парковок очень много, велосипедов тоже очень много, поэтому, в принципе, куда ни пойти, везде можно найти вот такую вот парковку BayBike. Посмотрим, сколько здесь есть заряда у него. 80%. В принципе, нормально. Для чего нужен заряд? На каждом велосипеде установлен такой вот ассист, батарея специальная, которая помогает крутить педали, очень упрощает езду на велосипеде, особенно если вы поднимаетесь на какую-нибудь гору, очень помогает. Поэтому сразу же включаем этот ассист, я уже его включил. Вот 80%, в принципе, его, я не знаю, сколько по времени хватает, но доехать до парка моего точно хватит. Далее здесь заходим в приложение, вводим специальный код, ну и, соответственно, уже арендуем велосипед. После того, как введем код, велосипед разблокируется, и уже мы сможем на него сесть и поехать в путь. Снимаем с подножки. Проверим на всякий случай тормоза, передние и задние. Вроде все работает. Все, тогда let's go, в путь. やば、大丈夫ですか？何？なんか自転車が当たっちゃって、どうしよう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ Вот здесь прям разогнался вообще. Опа, пошла движуха. Летим. 140 пошла. Давай, еще чуть-чуть. Чуть бабку не сбил. Ё-моё. ここ車天国なんで、はい降りて押していただけますか。は вакаримаста. い。 Здесь у нас получается знаменитый китайский квартал Чайнатаун. Все, я доехал до парка. Сейчас буду подниматься. Ну и вот, собственно, вид открывается такой вот. В общем, камеру на велосипеде я закрепил. Вроде держится крепко. Надеюсь, что она у меня не упадет. До парка ехать где-то минут 15 отсюда. Едем по самой дороге, как автомобилисты. Ближе к тротуару прижимаешься, в принципе, нормально. Тебя все объезжают, никто не сигналит. Но на большинстве дорог есть специально велосипедные дорожки. Там можно ехать спокойно. Так, на следующем светофоре надо повернуть направо. Здесь вот поворачиваем направо. Поедем здесь. Сегодня выходной, в принципе, машин немного.
на дорогах. Поэтому более-менее комфортно передвигаться. Нету пробок, как в будние дни. В общем, многие люди в Японии передвигаются на велосипедах. Ну, сколько я здесь уже прожил, у меня никогда не было своего велосипеда. Не знаю, как-то всегда либо пешком, либо на машине. Вот. Но все равно иногда хочется, да, прокатиться с ветерком. Тем более, когда погода хорошая. Я думаю, самое то взять велосипед и насладиться Японией. Потому что мест здесь интересных довольно много. Вот, сейчас прям ассист хорошо работает. То есть, видите, бугорок такой небольшой. Я прям вообще без усилий заехал. Ну да, с одной стороны, да, хорошо помогает. Не устаешь. Ну а с другой, ноги особо не накачаешь при такой системе. Такой глухой район, вообще никого нету. Ни людей, ни машин. Ну, хотя машина вон парочка стоит и все. Кстати, я проехал сколько? Я даже 10 минут не проехал, у меня уже 70%. Что-то быстро батарея садится. Обычно подольше. Опа, склон. В Японии много таких вот подъемов, то спусков. Сейчас вообще еду. Педали даже не кручу. Со склона спускаюсь на скорости. Видите, какие улочки маленькие. То есть, если машину где-то ставят, все сразу, считай, пол дороги занято. Приходится объезжать. И если еще встречка у тебя едет, конечно, очень опасная ситуация бывает. Так, право-лево, лево-право. Чисто. Едем дальше. Вообще, конечно, да, когда через перекресток переезжаешь, лучше по сторонам посмотреть. Бывает тут шумахеры и на велосипедах, летают на мотоциклах тоже, на скутерах. И надо следить, конечно. Парочка гуляет за ручки. Лепота. Смотрите, посуда прям японская продается здесь вот по дорожке. Ну, это какие-то традиционные тарелочки прям, предназначенные типа для мисо-супов, для риса, для различных солений. Прикольно. Нифига себе граффити, смотрите. Блин, граффити в Японии вообще редкая тема. Очень редко встречается. Видать, дети рисовали, потому что слишком детские рисунки, какие-то животные, персонажи мультфильмов. Так, а тут уже людей побольше становится. Чуть бабку не сбил. Ё-моё. У нас здесь станция рядом, поэтому людей больше стало. Блин, вообще здесь одностороннее движение, но ну ладно, ничего страшного. Потихонечку едем, не газуем.
Почему? 向こう車天国なんで、はい降りて押していただけますか。あ、わかりました。はい。はい. Короче, сказали мне, слезай ты, братан, с велосипеда и кати его так, потому что здесь запрещено движение на велосипедах. Ну ладно, без проблем. Пройдемся чуть-чуть. Так, сейчас, наверное, налево повернем. Налево и сейчас по другой стороне тогда поедем. Короче, где мы сейчас находимся, это район Мотомачи. И рядом же здесь у нас находится Чайнатаун. Здесь у нас получается знаменитый китайский квартал Чайнатаун. Чиукагай он называется по-японски. Ну, думаю, как-нибудь в следующий раз посетим данный квартал. Расскажу, что там есть интересного. Все, я доехал до парка. Сейчас буду подниматься, потому что он находится на возвышенности. Поэтому отправляемся. Здесь у нас деревянная лестница. Парк, получается, сам находится вот в таком вот лесу. Прикольная постройка. И, собственно, как этот парк называется. Минато но Миэру Коин. Парк, с которого можно посмотреть на порт. Порт Йокогамы. Так, сейчас чуть-чуть вперед пройдем и уже откроется нам вид. Ну и вот, собственно, вид открывается такой вот. Почему парк с видом на порт? Потому что вон там, видите, сейчас я приближу, стоят два огромных парохода. Там находится порт Йокогамы. То есть оттуда загружаются новые японские автомобили, отправляются по большей части в Европу, думаю. Вот. И вот этот большой мост — это Бэй-Бридж. Ароматный сад, если переводить. Давайте тоже пройдем, наверное, чуть-чуть. Опа, полицейские. Надеюсь, не за мной. Не знаю, на камере не передается. Смотрите, мошки. Как я по вам соскучился. Так как у нас в Астраханской области, начиная с июня, просто все в этих мошках. На улицу невозможно выйти. Скамеечки есть, можно присесть, отдохнуть. И посередине самого сада у нас фонтан красивый. Кстати, когда последний раз приходился, где-то месяц назад, еще не было. Но уже вот плещется. Вот это место расположено практически в центре города. Окружено, да, деревьями, зеленью, большое количество цветов здесь, поэтому чувствуешь такое небольшое объединение с природой. Ну и поэтому, как правило, сюда прихожу, чтобы просто немного расслабиться от этой суеты городской. Просто даже прийти тут, походить часок, и тем самым можешь снять это вот такое психологическое напряжение, которое накопилось в себя за рабочую неделю. Ну и не только я, видите. Некоторые приходят и книжку почитать, просто поговорить в спокойной обстановке. Кто-то покушать, посидеть
среди природы. Поэтому могу сказать, что место довольно интересное. В плане того, что можно расслабиться, посмотреть на красивые цветы, походить по парку самому. Поэтому я частенько сюда прихожу. Ну, в общем, где-то час-полтора я провел в парке, прогулялся, насладился природой. Иногда хочется отдохнуть от всего этого, от всей этой суеты, расслабиться, просто погулять в спокойной атмосфере. Ну и, соответственно, такие вот парки, они выручают. Поэтому я люблю приезжать сюда по выходным, проводить хорошо время, тем самым расслабляться. Ну, вот такое вот получилось небольшое видео. Пишите в комментариях, что хотите увидеть еще интересного. Буду читать. Вот. Обязательно постараюсь снять то, что вы хотите посмотреть. Подписывайтесь, а я, соответственно, буду радовать вас новыми видео. Стараться улучшать качество видео. Вот. Поэтому, надеюсь, все будет хорошо. Всем хорошего настроения. Пока. До встречи.